Всем привет! Вы, наверное, заметили, что видео про жестокость Хюррем есть и немало. А так ли это на самом деле? Могла ли Хюррем быть такой кровожадной? В сериале ее показали более-менее справедливой и доброй. Но чем больше я читаю историков, тем больше я убеждаюсь в том, что эта женщина была не без греха. На кону было поставлено не просто счастье и комфортное проживание в гареме, а жизнь детей и своя собственная. Прежде чем начать нашу интересную тему о детях и Хюррем, хотелось бы задать вопрос вам, мои дорогие зрители. Как вы думаете, женщина, у которой на глазах убили всю ее семью, корни изменили жизнь, сделали ее рабой и отправили практически в сексуальное рабство, могла ли она полюбить на самом деле? Ведь султан был ее хозяином и мог наказать в любой момент. Она не принадлежала себе полностью и не знала, как будет складываться ее дальнейшая жизнь. Каждый ее день мог принести не только ей, но и ее детям смерть. Лично я сильно сомневаюсь, что Хюррем овладела сильная любовь, и она ни на минуту не хотела отомстить за все, что с ней сделали. Сегодня мы обсудим тему про убийство детей Хюррем. И кто мог подумать, именно Хюррем сама и отдала приказ задушить двух своих младших сыновей. Зачем и почему? Давайте разбираться. Вернемся к нашим историкам. Конечно, такая версия есть, но она очень сильно подвергается критике и сомнениям. Только поймите правильно, в те времена с такой смертностью не так сильно защищали и оберегали своих детей, как мы сейчас. Султан мог спокойно убить своего сына, так как он вообще мог и не знать своего наследника, а только наблюдать за ним со стороны, а мать могла не проливать слезы по своим ушедшим детям. Для 15 века это было нормально, дети умирали часто, и их не записывали в гаремных книгах до 3 лет. Конечно, это не означает, что Хюррем и вправду могла убить своих детей, но 1% из 100 имел место быть. Итак, Хюррем понимала, что ей необходимо выжить, и не просто выжить, а овладеть властью. Не зная, что ею двигала месть или любовь, но власти она хотела точно. На пути у султанши стоял Мустафа, и, зная про закон Фатиха, она могла подставить Шахзаде, но, судя по записям того времени, Мустафа и сам хорошо справился с этой задачей. Он сам подставил себя и приблизился к смерти. Но сейчас не о казни. Когда Мустафа умер, то Хюррем хотела не просто быть женой султана, но и видеть себя в роли валиде. Ей необходимо было посадить на престол своего сына. Изначально Хазики сделала все, чтобы ее первый сын Мехмед был фаворитом в глазах султана. Так оно и получилось. Если бы не смерть наследника, я считаю, что султан сделал бы все, чтобы на трон взошел именно Мехмед. И все было бы хорошо. Но Мехмед умер, и все пошло не по плану. Как рассказывают историки, что Хюррем поддерживала Селима и могла послать палачей к своим младшим сыновьям, чтобы расчистить путь Селиму. Есть версия, что Джихангир умер именно из-за этого, но по мне так больше похоже на то, что Джихангир ушел от передозировки опиума, который принимал с детства от сильных болей. С Баязидом не получилось провернуть. И Хюррем подсылала таких, как Лала, которые настраивали юного вспыльчивого Шахзаде идти на брата и делать много ошибок. Друзья, ну вот честно, по мне это все звучит очень странно. Если Хюррем хотела так сильно стать валиде, то при такой смертности, как она могла убивать своих сыновей, которые являлись гарантом ее спокойной старости? А если бы умер Селим, что тогда? Кто зашел бы на трон? Да, есть еще предположение, что у Сулеймана было 40 детей, а других наложниц. Но почему эти дети не отображены в книгах гарема? Тоже странно. Много вопросов, и ответов на них нет. Валиде, мать султана, поддерживала Хюррем, но даже она была в шоке от жестокости ее, так как всех этих детей Хюррем нашла и убила. Есть записи о страшных казнях. Вот в это поверить можно. Когда убили Мустафу, то народ начал шептаться на улочках и на рынках о том, что Хюррем ведьма сделала все, чтобы Мустафу казнили. Но нет нигде точной причины, из-за которой султан лишил жизни своего сына. Хюррем все передавала султану, и многие боялись попасть под всевидящее око Хюррем, так как ее гнев был ужасен.
Именно во время этого периода в султанский гарем поступило в 4 раза больше евнухов, чем раньше. Султанша кастрировала всех, кто смел говорить о ее причастности к казни Шехзаде на улочках города. Некоторых даже пытали, сама Хюррем присутствовала на пытках. К сожалению, мы не можем знать на все 100%, что было во время правления Хюррем в гареме Сулеймана, так как историю могли переписывать сотни раз. Все зависело от того, кто писал, кто рассказывал. У каждого своя точка зрения и правда. История – самый неблагодарный рассказчик. Но выводы мы можем с вами сделать. Чтобы выжить в те сложные времена, а для женщин они были безусловно сложные, Хюррем могла пойти на многое. Но вот все-таки невыгодно ей было убивать своих детей.